Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Сегодня мы с вами разберемся, можно ли замораживать этот крем и можно ли замораживать цветы, потому что поступило очень много вопросов по этой теме. Этот цветок я сделала из свежего крема 5 минут назад. Этот цветок я сделала из свежего крема, но вчера. Этот цветочек ночь провел в морозилке. Сейчас мы с вами возьмем замороженный крем Шантифлекс. Замороженный. Восстановим его 3 способами. И потом сделаем еще 3 цветка. И в конце мы сравним все эти 5 цветков. Разделила крем на 3 части. Эту часть мы размораживаем в микроволновке, доводим до рабочей консистенции, размешиваем, делаем цветок. В эту часть мы размораживаем в микроволновке, добавляем сливок, размешиваем до однородности, делаем цветок. В эту часть мы тоже размораживаем в микроволновке, добавляем желатин в замоченной воде, набухший и растопленной микроволновки и размешиваем до однородного нормального рабочего состояния и тоже делаем цветок. Разморозили крем в микроволновке. Ушло на это примерно 2,5 минуты. Каждые 30 секунд я доставала и перемешивала. Мощность ниже среднего. Каждые 30 секунд не забывайте доставать и перемешивать, чтобы проверять, не перегрелся ли крем. Нагревайте его до чуть выше температуры тела он должен быть. Тогда он у вас практически сразу в рабочем состоянии. Так, мы перемешиваем до однородности. Добавляем краситель. У нас цель все цветочки сделать максимально одинаковыми. У меня краситель здесь розовый Electro Americolor. Это очень яркий такой цвет, игрушечный розовый практически, конфетный розовый. Но по замешиванию я пока не могу понять, будет ли держать форму крем или нет. Мне пока непонятно, нужно сделать все-таки цветок. Так, наш пакет, переходник МК, насадка 123. Делаем скрутку, наматываем на пальчик, еще раз делаем скрутку, чтобы у нас давление было в пакете достаточно сильное. Берем гвоздик и делаем пиончик. Я делаю все эти пиончики в одной технике. Конечно же, они все равно могут получиться немножко разными, потому что невозможно сделать одинаковые цветы. Так, вы знаете, в работе приятный, я не чувствую сильных изменений. То есть я сейчас, видите, пробую тонкий лепесточек положить и более толстый лепесточек. Пока что на маленьких лепестках, которые лежат друг на друге, я не вижу разницы. Вообще никакой. Если бы мне дали этот крем, сказали, что он свежий, только что сделанный, я бы поверила. Так, ну вот я его трясу, он у меня не теряет форму. Добавим большие внешние лепестки, но все равно держится. Так, по размеру у нас подходящий. Еще чуть-чуть, пару лепестков надо добавить, чтобы для чистоты эксперимента. Снимаем цветок. Так, ставим на восстановили разогревание. Так. Это у нас вторая миска. Мы разогрели до теплого состояния, чуть выше температуры тела. Размешали до однородности и добавляем сливки. У меня здесь 277 грамм. Добавила 10 грамм сливок. Так, размешали, добавляем краситель.
Напоминаю, этот крем мы разморозили, довели до однородного состояния и добавили 10 грамм сливок. У меня 277 грамм крема было. Так, ну что ж, по впечатлениям пока тоже очень похож на свежий крем. Так, похож на свежий крем, но он мягче. Сейчас посмотрим, будет ли он держать серединку под тяжестью больших лепестков. Так. Ну, немножко, только серединка чуть-чуть совсем разошлась, но на самом деле такое может случиться и со свежим кремом, когда у вас получился не очень густой крем, или вы начали делать еще в тот момент, когда он горячий. Видите, серединка разъехалась и стала немного пошире, и там, получается, слились эти лепестки, нет четкой серединки. Но я говорю, у меня это случается и со свежим кремом. Самое главное, лепесточек держит, он более мягкий стал, поэтому даже удобней делать маленькие цветочки, на которых нужны маленькие лепестки, и от которых эти лепестки нужно оторвать так, чтобы крем сильно не вытягивался. И в таких случаях, мне кажется, даже просто принудительно нужно добавлять сливки. То есть вы готовите сделать мягкую зелень или маленькие цветочки, можно добавить сливок, и крем будет мягче. Именно для этих целей. Так, вот наш пион. Вмешали сливки. И таким кремом будет удобнее делать хризантемы. То есть такие вот, все, что на отрыв, лепесточки такие вот. Я думаю, что будет лучше отрываться, чем тот крем, в котором меньше сливок. Ну, хризантемка и все такие цветочки делаются из другой насадки. С этой тоже можно, конечно, такие интересные экспрессивные цветочки сделать. Просто интересно, как это на отрыв. Ну, я говорю, очень даже неплохо. Так, мы разогрели крем, довели его до однородного состояния. Тоже его важно не перегреть. Рабочее состояние — это крем чуть выше температуры тела, да, и чтобы он был такой податливый. Мы разогрели желатин. Желатин нужно предварительно замочить в воде, оставить его. Это как из рецептуры, да, мы все так же делаем, если добавляем. Ну, хотя бы на 20 минут в холодильнике его нужно оставить. Здесь 2 грамма желатина и 12 грамм воды. Какие интересные звуки. Так. Ну, на ощупь при перемешивании он мягче, чем, например, при добавлении сливок. То есть более вязкий такой. Я думаю, что если он постоит, он будет остынет, будет более рабочее у него состояние. Добавляем краситель. Да, крем, видите, не валится с лопатки, не убегает, намазывается на пакет, с лопатки не сваливается.
все говорит о том, что он вряд ли будет держать форму. Но мы сейчас посмотрим. Так, начинаем делать. Лепестки укладываем. Мы действуем, когда мы этой насадочкой делаем цветочки, мы делаем ее на себя. Конечно, и от себя можно делать этой насадочкой цветы, но они уже будут другой формой. И это будут добавочные лепестки. Интересная насадка, ей можно и так работать. Так, делаем лепестки. Вы знаете, форму держит. Посмотрим, смогу ли я снять с гвоздика. Очень так неплохо. Я думала, что будет хуже. Но делать мне сложнее. То есть я как-то немного вязну. Я боюсь, что если я буду делать более открытые лепестки, более тяжелые, у меня не выдержит. То есть на этой форме цветка выдержала, серединка разошлась. Все равно. То есть у меня что происходит? Я собираю цветок, лепестки кладу выше, выше, выше. Если сам крем по себе стойкий, то у меня цветочек будет округлый. То есть он высокий и с округлыми краями. Вот посмотрите. Вот здесь это видно. Видите, я лепестки, чем выше цветок поднимается, тем выше я лепесточек кладу. Я до низа уже не спускаюсь. А здесь я поднималась, но он сам по себе осел. То есть он не выдержали лепестки, опустились вниз. И он продолжает немного расширяться. Теперь пробуем снять. Снялся. Это все неплохо. Цветы простояли в холодильнике в течение часа. Они уже схватились, их можно жамкать. Первый цветок – это свежий крем. Я сделала крем и сразу сделала цветок. Цветок держит форму, я его нажимаю, он не ломается в момент нажатия. Плотненький, не теряет форму, то есть приятный. Так, второй цветок – это крем, который из свежего крема. Цветок я сделала вчера, ночью он провел в морозилке. Он плотнее, по консистенции плотнее. И когда я его поджимаю, у него трещинки образуются, но аккуратненько уложить на торт, я думаю, можно. Это несущественные изменения. Этот цветок я сделала из замороженного крема, который мы восстановили. Просто разогрели до рабочей консистенции. Цветочек приятный, на ощупь и по консистенции похож на цветок из свежего крема. Этот цветок сделан из восстановленного крема после замораживания, и мы в него вмешали сливки. Он помягче, чем предыдущий цветок, и помягче, чем цветочек из свежего крема. Но он, видите, он не ломается, когда я его нажимаю, но я на него сильно нажимаю. То есть так хорошо, лепестки держат форму. Лепестки держат форму, я довольна. То есть, при этом такой мягенький крем, но держит форму. И последний цветочек – это цветок из замороженного крема, который мы восстановили и в который добавили желатин. На ощупь он плотнее, чем цветок из свежего крема, и по плотности похож на замороженный. То есть, в принципе, этот желатин схватился, да, сейчас именно, не в то время, когда мы делали, а схватился уже, когда цветочек застыл, но он не ломается при нажатии, не ломается. То есть он более податливый, чем замороженный цветочек. По текстуре, по тонкости лепестка, потому как цветки выглядят, мне больше всего нравится первый из свежего крема.
И мне больше всего нравится вот этот, куда мы добавили сливки. У него более тонкий лепесток, он немножко, видите, рвется в конце, но мне это понравилось, я люблю такие живые цветы. На втором месте цветок, который мы сделали из замороженного крема и который просто восстановили с помощью разогрева. Вот, ну и эти два цветка у меня на третьем месте. И что я хочу сказать, как вы можете использовать, например, добавление желатина. Ну, про заморозку понятно, вы хотите сделать цветочки заранее, вы их оберните аккуратненько пленкой после того, как они застынут, и поставьте их в морозилку. Изолируйте от запахов, которые у вас в морозилке. В морозилке всегда есть определенный запах. И так как вы пленкой обернули, у вас не будут подсыхать кончики цветка. Это очень важно, потому что как только кончики цветка подсохнут, они поменяют цвет на более темный, и это будет заметно. Будет цветок как заветренный. Поэтому, когда вы ставите в холодильник, как только цветы схватились, вы накрываете их пленкой. Как только вы ставите в морозилку, цветок схватился, вы накрываете его пленкой, точнее, перед тем, как поставить в морозилку. Плотненькие цветы, в которые вы добавили, например, больше желатина, даже изначально вы делаете, например, крем, добавили больше желатина, эти цветки более плотные, вы можете их использовать как основу для других цветков, то есть они более крепкие. Например, в каскадном каком-то варианте, да, тортов, они более крепкие, вы поставили их вниз, и на них уже водрузили какие-то другие торты. Это если вы делаете на вертикальной поверхности торта цветы. Вот эти цветочки, которые сделаны из более мягкого шантифлекса, в которые можно даже изначально или потом добавить сливки. Мы уже с вами говорили, да, более нежные лепестки, это хризантемы, ромашки, всякие другие герберы. То есть там, где вам нужен более мягкий лепесток или листочки, у которых будут не круглые края, а немножко рваненькие такие вот. То есть более тонкий лепесток дает, то что более нежная текстура. И основной, конечно, крем, это вот как мы делаем из свежего. Он прекрасно держит форму, круглый лепесток. Используем практически в 80% случаев. Цветок из свежего крема. Цветок замороженный. Цветок из замороженного крема, восстановленный разогревом. Цветок, восстановленный из замороженного крема, разогревом и добавлением сливок. Цветок из замороженного крема, разогретый восстановленным нагревом, и добавили желатин. Мои дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравился обзор. Ставьте нам большой палец и подписывайтесь на наш канал.